Для того, чтобы считаться нормальным, красивым, человек должен быть стройным. So then the question is obesity only about looks? И тогда встает вопрос, ожирение – это только то, как мы выглядим? No, it's all about the inside too. I did my PhD in obesity На research. самом деле я защитила свою диссертацию, и темой моей диссертации было ожирение. 4 years. 4 года работала над этим проектом. If it was only about looks, I would be done in a week. Если бы все касалось только внешнего вида, я бы за неделю справилась. So there's much more to it than that. Поэтому все гораздо важнее, гораздо глубже. The fat tissue on our bodies is not only insulation. Жировые клетки в нашем теле не только непосредственно влияют на то, как мы выглядим. It does help to keep us warm during the cold winters in Sweden. У них есть и полезные факторы. Они помогают нам удержать тепло зимой, допустим. And it makes us soft and nice to cuddle. А еще таких людей приятно обнимать. Right? But the fat tissue is actually an active organ in our bodies. Фактически жировая ткань – это активный орган нашего тела. We should think of the fat tissue as our liver, or our kidney, or our heart. На самом деле стоит воспринимать жировую ткань, как, допустим, мы воспринимаем наши почки, или легкие, или печень. The fat cells that you saw before produce lots of different molecules. Жировые клетки, которые мы видели с вами немного ранее в нашей программе, они производят большое количество молекул. And some of these molecules are sent out to the blood. И некоторые из этих молекул отправляются прямиком в нашу кровь. That means they will reach the whole body. Это значит, что они получают доступ ко всем уголкам нашего тела. And unfortunately, many of these molecules are harmful. К сожалению, многие из этих молекул вредоносны. And the more the fat tissue, the more the molecules. И чем больше у нас жировой ткани, тем больше таких молекул. And therefore, obesity has effects from our top to toes. Таким образом, ожирение имеет эффект на наше тело от головы до пят. Now we'll say hello to my little chubby guy. Давайте поздороваемся с нашим толстым человечком. You can see he has some extra fat. Как видите, у него есть немножечко лишнего жира. And this extra fat increases the risk of inflamed veins and blood clots. И, разумеется, этот лишний жир увеличивает риск образования бляшек. Because these nasty molecules reach the whole body. Потому что эти вредоносные молекулы получают доступ ко всем уголкам тела. It increases the risk of arthritis. Увеличивается риск артрита. It increases the risk of hormonal disorders. Увеличивается риск гормональных отклонений. And one of the more important ones is called PCOS. Самое важное из этих гормональных отклонений получило название PCOS. Сейчас посмотрим, как это. Polycystic ovary syndrome. Синдром поликистозный синдром. And this is something that many women have without knowing about it. И этот синдром, на самом деле, у очень многих женщин, они о нем порой даже не догадываются. It is caused by a hormonal imbalance. Он появляется в результате гормонального дисбаланса. And many women find out that they have this after they have been trying to become pregnant for a long time. И многие женщины узнают о том, что у них есть такое заболевание после того, как они в течение долгого времени пытались забеременеть. And because the excess fat tissue produces hormones, И так как излишнее количество жировой ткани производит дополнительное количество ненужных гормонов, by losing 5 or 10 kilos, these women all of a sudden become pregnant. и таким образом женщины, которые обладают таким заболеванием, допустим, которые обладают излишней жировой тканью, как только они худеют на 5-10 килограмм, они тут же беременеют. Because the hormonal imbalance
becomes balanced. Потому что гормональный дисбаланс приходит в норму. Obesity also increases infertility among men. Ожирение также увеличивает бесплодие среди мужчин. It increases the risk of pancreatitis, Увеличивается риск таких заболеваний, как панкреатит, of heart disease, among заболеваний, them type 2 diabetes, связанных с сердцем и даже диабет второго типа. it increases the risk of psychological and emotional effects. Разумеется, ожирение несет огромный эффект на социологическую среду, в которой находится человек, и на психическое его состояние в соответствии с этим. So quite often people think about obese people as happy, chatty guys. Иногда люди считают, что вот он какой толстячок веселый, добрый. But because the norm in our societies is that we should be lean and toned, Но при этом мы также понимаем, что нормальное восприятие в нашем обществе у человека должна быть стройная, подтянутая фигура. maybe these people think they tried everything to get rid of those extra kilos. Возможно, эти люди считают, что они уже сделали все, чтобы избавиться от этих лишних килограммов. Maybe they were bullied at school, А может быть, над ними издевались в школе. and many of them are depressed. И многие из них находятся в состоянии постоянной депрессии. Obesity increases the risk of stroke. Ожирение увеличивает увеличивает вероятность инсультов, Of gout, увеличивает вероятность несварения и прочих проблем с кишечником. of gallstone, Увеличивает количество случаев камней в желчном пузыре и в почках. of liver diseases, Заболеваний, связанных с печенью. of lung diseases like asthma and Заболевания, связанные с легкими, Lung например, clots. такое как астма. of sleep apnea and snoring, Увеличивает вероятность храпа и апноэ. Это тоже научное название храпа. you know what sleep apneas are? Человек храпит во сне. Yes, I do. Yes? Мгм. When you're sleeping next to someone, Когда trying вы to спите или sleep, пытаетесь заснуть с кем-то рядом, а у него апноэ. and they go, they stop breathing. То есть идет задержка дыхания на самом деле. Всегда It's actually quite scary. на самом деле очень страшноватенько. And it's not good for the body. И, разумеется, это очень плохо влияет на наш организм. Obesity is behind approximately 20% of all cancers. Также это влияет на риск появления раковых клеток. 20% обусловлено именно ожирением. Which means that it is one of the very big risk factors for cancer. Поэтому это очень большой фактор риска заболевания раком. And not the least, we know that obese people tend to live shorter. И, к сожалению, мы знаем, что это показано исследованиями. Люди, страдающие ожирением, живут меньше. All looking very happy. Как мы все сейчас радостно выглядим. Okay. So then, is all obesity, all fat tissue the same? Как вы думаете, вся ли жировая ткань, которая у нас есть в организме, одинаковая? Нет. No? No. How is it different? А как она отличается? Depends on where the fat tissue is. Bingo. Okay, so these two people clearly have some excess weight, right? Как вы видите, два человека, которые нарисованы на картинке, у них у обоих проблемы с весом. But one has here Но у одного весь жир располагается в нижней части тела, на ногах, hips and thighs, на бедрах и на бедренной части ноги, and the other one has it here. а у другого он весь находится в районе живота.
Груша. So we tend to refer to these two as pear-shaped or apple-shaped obesity. Таким образом, мы фактически называем один вид ожирения грушевый вид ожирения, второй яблочный. And which one do you think is the worst? А какой вы думаете хуже? Яблочный. Apple. Do you know why? А знаете почему? Because the fat is all over the organs. Yeah, but that in itself is not dangerous. But you're right. На самом деле, жир вокруг органов, как говорит Элизабет, не так уж на самом деле страшно. The difference is that this fat is primarily under your skin. А разница в том, что жир, который располагается на наших бедрах, он фактически просто под кожей. And it's like just sitting there. Он просто там лежит. It's not doing much harm. Ничего он особо не вредит. But this is very metabolically active. А вот этот очень завязан в процессах метаболизма. That means that it produces much more of those nasty molecules. Это значит, что он сам по себе производит гораздо больше этих вредоносных молекул. And just like we were saying for the bone, where there's a build-up and a breakdown, Как мы говорили, для костей у нас есть то, что увеличивает их плотность, и то, что их ломает. the fat tissue is also remodeled all the time. Также и жировая ткань, она все время видоизменяется. And when the fat is broken down to fatty acids, Когда жировая ткань распадается на жирные кислоты, these fatty acids go straight to the liver. эти жирные кислоты сразу же направляются к печени. The liver is a very important organ. И, как вы знаете, печень очень важный орган. We need to take care of our liver. Нам стоит действительно заботиться о нашей печени. And if we get too much overload to the liver, Если мы перегрузим нашу печень, we will become insulin resistant. мы получим такое состояние, как резистентность к инсулину. And the next step is type 2 diabetes. А следующий шаг от резистентности к инсулину – это диабет второго типа. So yes, this is much worse. Поэтому да, это гораздо хуже. The beer belly, Пивной животик, when men look pregnant, когда мужчины выглядят как будто они беременны, and some women. ну и некоторые женщины тоже. So we should not focus so much on the actual kilos on the scales. Поэтому не стоит таким образом фокусироваться только на на цифрах на весах, на Because килограммах на if you весах. have been exercising a lot and built muscle, you will be heavier. Если вы занимались, допустим, физической активностью и вы развиваете свою мышечную массу, килограмм это покажет, что вы поправились, но это будет мышечная масса. But if you cannot do the button up, А вот если пуговичка на штанах не застегивается, it's probably not because your pants shrunk. а скорее всего это не штаны сели. And that's when you need to watch out. И тогда нужно быть гораздо более внимательным. So this measurement, the waist circumference, is the important one. Поэтому стоит обращать действительно внимание на объем вашей талии. Right? Looking very, very serious. Серьезный вид. Let's change topics. Давайте тему сменим. We only have one left.